Глава 1616. Провокация. После короткой паузы молодой человек взволнованно продолжил. Культиватор, который был ранен бессмертной Зоисией, говорит, что его ограничивающий свет золотого истока может помешать бессмертной Зоисии принять свою теневую форму в течение 2 месяцев. Вдобавок ко всему, благодаря тому факту, что бессмертная Зоисия имеет ограничивающий свет внутри своего тела, он может использовать пластину формации, которая может отслеживать местонахождение бессмертной Зоисии, пока она находится в пределах 50 километров от нее. Эта бессмертная Зоисия обладает некоторыми мощными техниками передвижения и сокрытия, а также некоторыми другими особыми способностями, но ее боевое мастерство на самом деле довольно тусклое. Вдобавок к этому она также была ранена, поэтому она ни за что не осмелится войти вглубь золотых горных дьявольских хребтов, а это означает, что она должна скрываться на окраинах. Таким образом, поймать ее в течение этого месяца было бы идеально. Изначально мы не собирались заходить в горные хребты во время притока дьявольской ци, но мы, конечно, не можем отказаться от такой блестящей возможности. Что касается людей из 13 небесных облачных рас, то даже если они и получили известие об этом, прилетать сюда уже слишком поздно. Хань Ли и остальные многое поняли из этого объяснения. Юэ Цзун на мгновение задумался над ситуацией, а затем сказал с настороженным выражением на лице: человекоподобные духовные растения действительно чрезвычайно редки, но нет никаких записей, свидетельствующих о том, что они обладают какими-либо особыми свойствами, когда дело доходит до изготовления таблеток, поэтому они могут не быть более сильнодействующим, чем другие высокоранговые духовные растения. Единственная особенность в этом заключается в том, что духовные растения такого рода чрезвычайно редкие. В этом случае, конечно, было бы недостаточно, чтобы привлечь сюда столько людей всего за несколько дней, особенно в период притока дьявольской ци. В конце концов, горные хребты в этот период гораздо опаснее, чем в противном случае, и даже на окраинах есть шанс, что мы встретим могущественных дьявольских зверей. Это еще одна вещь, которую я как раз собирался объяснить, брат Юэ. В тот день, когда появилась бессмертная Зоисия, в нашем городе появилась святая раса и предложила в награду 3 чудесные звездные таблетки, 3 таблетки золотого тысячелетнего лотоса и огромную сумму духовных камней в качестве награды в обмен на эту бессмертную Зоисию, и ему все равно, схватят ее живой или мертвой. Этот старший сейчас живет в городе и объявил, что уйдет через месяц, как только золотые горные дьявольские хребты будут закрыты. Между прочим, этот старший также был человеком, купившим несколько капель крови, пролитых бессмертной Зоисией, пояснила красавица в роскошном платье. Существо святой расы. Повторил Хань Ли с намеком на удивление на лице. Женщина взглянула на Хань Ли и нашла его совершенно невзрачным, поэтому она ответила довольно холодно: верно. Фамилия этого старшего — Гау, и у него непостижимый уровень культивации для нашего облачного города. Похоже, все на самом деле здесь ради награды, которую предлагает этот старший Гау, усмехнулась Сюань-Сянь, услышав это. Все культиваторы, приезжающие в этот город, отчаянно нуждаются в духовных камнях. В противном случае никто не стал рисковать в золотой горный дьявольский хребет. С такой высокой наградой нам не пришлось бы продолжать жить в этом городе или рисковать своей жизнью, чтобы убивать дьявольских зверей, хмыкнула женщина в ответ, явно недовольная словами Сюань-Сянь. Сюань-Сянь просто улыбнулась, не говоря ни слова. Ниэр, не будь такой грубой. Эти двое — друзья младшего Юэ. Старик по фамилии Ян казался прямым старшим по отношению к женщине в роскошном платье и строго обратился к ней. Женщина все еще выглядела очень недовольной, но все же почтительно кивнула и замолчала. Юэ Цзун, казалось, был сбит с толку из-за другого. Он огляделся и, нахмурив брови, спросил: раз это произошло несколько дней назад, почему здесь все еще так много людей? Неужели старший Ля больше не несет ответственности за это место? Верно, брат Юэ. Старший Ля ушел более 10 лет назад, и его заменил чрезвычайно строгий человек. Он даже вернул старый экзамен для прохождения, и тем, кто не сможет сдать экзамен, не выдадут талисман молниеносного знамени. Вдобавок ко всему, он далеко не так гибок, как старший Ля, и отказывается заранее выдавать эти талисманы. На самом деле ты пришел как раз вовремя, поскольку это первый день проведения экзамена. Вот почему здесь собралось так много людей, пожаловался гладко выбритый молодой человек. Лучше не комментировать эти вопросы. Недавно назначенный инфорсер Мин вновь ввел экзамены для того, чтобы запретить вход слишком слабым существам, тем самым не давая им войти в горные хребты ради их же безопасности, равнодушно сказал пожилой мужчина. Но этот экзамен — всего лишь устаревший пережиток далекого прошлого. Он проводился только потому, что тогда было слишком много желающих войти в горные хребты. Сейчас это совершенно излишне, поджал губы молодой человек. Неважно, что мы говорим. Дело в том, что никто не может войти в горные хребты без талисманов молниеносного знамени, и тот, кто отвечает за это место, больше не старший Ля. Таким образом, нет ничего странного в том, что правила изменены, многозначительно сказал пожилой мужчина по фамилии Ян.
Учитывая, что высказался даже тот, у кого самый высокий уровень культивации среди них, другие, естественно, не стали возражать. Независимо от того, для чего ты пришел сюда, ты наверняка не захочешь упустить эту возможность, верно, брат Юэ? Как насчет того, чтобы мы вместе поймаем эту бессмертную Зойсию? С легендарным охотником на дьявольских зверей на нашей стороне у нас должно быть больше шансов поймать бессмертную Зойсию, чем у всех остальных. После того, как мы захватим бессмертную Зойсию, мы сможем разделить награду между нами в зависимости от личного вклада. Что скажешь, брат Юэ? С улыбкой потребовала женщина. Юэ Цзун слегка изменился в лице от ее слов, но ответил не сразу. Сюань Сянь видела, что Юэ Цзун чуть не попался на соблазн этим предложением, и спокойно напомнила: «Брат Юэ, у нас мало времени, поэтому мы не можем позволить себе обходные пути. Потенциальное вознаграждение вы получите только в том случае, если действительно поймаете бессмертную Зойсию, в то время как я уже дал вам половину награды, которую обещал. Уверен, что вы слышали поговорку, что лучше синица в руках, чем журавль в небе». Юэ Цзун, немного помедлив, наконец принять решение. «Будь уверена, госпожа Сюань, я уже взял половину предложенной мне награды, поэтому я определенно не собираюсь менять свое мнение. Старший Ян, у меня есть еще одно дело, которым я должен заняться, поэтому у меня нет возможности сопровождать вас». Ничего страшного. Честно говоря, мы все здесь, чтобы попытать удачу. Окраины золотых горных дьявольских хребтов слишком велики, но найти бессмертную Зойсию в дьявольской ци будет непросто, так что трудно сказать, кто найдет ее, или найдет ли ее кто-нибудь вообще. Возможно, это одна из тех вещей, на которую наткнутся те, кто не ищет. «Ниэр, дай младшему Юэ портрет бессмертной Зойсии и пластину отслеживания», небрежно проинструктировал пожилой мужчина. Женщина немедленно сделала, как ей сказали, вытащив из своего браслета для хранения белую каменную табличку и синюю пластину формации. Немного помедлив, Юэ Цзун в конце концов все же принял эти два предмета. «Спасибо, старший Ян». «Хе-хе, не стоит благодарности. В конце концов, мы с твоим отцом были хорошими друзьями, так что я всего лишь помогаю его любимому сыну», усмехнулся пожилой мужчина. Тем временем на лице Хань Ли мелькнула улыбка, и он отправил передачу голоса Сюань Сянь: «Что это за приток дьявольский ци? И что это за встреча с могущественными дьявольскими зверьми даже на окраинах горных хребтов?» Сюань Сянь мгновенно изменилась в лице от его вопроса, но тут же послала в ответ передачу голоса: «Пожалуйста, простите меня, старший. Этот приток дьявольский ци действительно немного повлияет на наше путешествие, но он не вызовет никаких серьезных проблем, если мы не отважимся углубиться в горные хребты. Я собиралась объяснить это после того, как мы бы вошли в горные хребты. Что скажете, если после того, как мы убьем дьявольского зверя ранга святой расы, я предложу вам некоторые материалы, полученные от зверя, помимо его истинной крови и дьявольского ядра? Надеюсь, вы не будете винить меня за мою оплошность, старший». Как только Хань Ли поднял этот вопрос, Сюань Сянь немедленно пошла на уступки, чтобы успокоить его. Хань Ли, немного помолчав, снова послал ей передачу голосу, и на этот раз его голос стал холодным, как лед. «Больше всего я ненавижу, когда люди пытаются подставить меня. На этот раз я прощаю тебя, но если я обнаружу, что ты скрыл от меня что-то еще, тогда наше сотрудничество окончено. Я действительно хочу починить небесные дьявольские доспехи, но я не позволю, чтобы меня выставило меня дураком». Несмотря на холодный тон голоса Хань Ли, Сюань Сянь вздохнула с облегчением, зная, что она выдержала эту бурю. В этот момент Юэ Цзун и пожилой мужчина по фамилии Ян начали болтать о прошлом, и, казалось, они полностью наслаждались жизнью. Однако именно в этот момент произошел неожиданный поворот событий. Как упоминалось ранее, в зале находилось 3 существа на пике стадии пространственного закаливания, одним из которых был пожилой мужчина по фамилии Ян. 2 других не только были чужаками, но и одними из немногих существ, которые не проявили никакой реакции, услышав имя Юэ Цзуна. Однако, услышав только что состоявшийся разговор, они наконец поняли, почему Юэ Цзун был так известен в этих местах, и их глаза в унисон загорелись. После короткого разговора с помощью передачи голоса один из них резко поднялся на ноги и направился к группе Хань Ли. Это был квадратный мужчина средних лет с растрепанными зелеными волосами, и он сказал недружелюбным голосом: «Итак, ты известный охотник на дьявольских зверей. Тогда ты, должно быть, хорошо знаком с золотыми горными дьявольскими хребтами». Сердце Юэ Цзуна слегка дрогнуло, но он все равно ответил голосом, который не был ни смиренным, ни высокомерным, это в прошлом. «Я не был в золотых горных дьявольских хребтах более 100 лет, поэтому я вряд ли могу утверждать, что теперь знаком с ними. Вам что-нибудь нужно от меня, старший?» Хорошая попытка, но меня это не обманет. Мы с господином даосистом Миа завтра отправляемся в золотые горные дьявольские хребты на поиски бессмертной Зойсии, и вам придется пойти с нами, сказал зеленоволосый мужчина властным тоном. Юэ Цзун и все вокруг него невольно дрогнули.
Пожилой мужчина с фамилией Ян смог сохранять спокойствие, но его выражение лица стало мрачным. «Что вы пытаетесь сделать, господин даосист?» «Ничего особенного, я просто хочу заручиться помощью моего маленького друга». «У вас какие-то проблемы с этим?» Возможно, у зеленоволосого существа была мощная сила, но он уже не мог быть таким же оптимистичным и грубым по отношению к пожилому человеку, у которого был такой же уровень культивации, как и у него. Глава 1617. Вмешательство. Пожилой мужчина ничего не ответил. Вместо этого он повернулся и посмотрел на спутника зеленоволосого существа. На нем был комплект серебряных доспехов, ощетинившихся острыми малиновыми шипами, от которых исходил запах запекшейся крови. Чужеземец оценивал их с чрезвычайно равнодушным выражением лица, как будто смотрел на груду мертвых тел. Даже пожилой мужчина невольно вздрогнул, встретившись взглядом с существом. Обладая огромным боевым опытом, он, естественно, знал, что это существо должно было владеть каким-то чрезвычайно мощным искусством культивации. В противном случае его бы не поразило леденящая кровь ощущение при виде существа, имеющего тот же уровень культивации, что и он. Старик быстро бросил взгляд в сторону области, окружающей чужеземное существо, и обнаружил, что, хотя не все посторонние объединились вместе, вокруг него собралось более 10 существ. Затем он взглянул на себя и обнаружил, что даже включая Хань Ли, Юэ Цзуна и других, всего у них было всего около 8 человек, и при виде этого выражение его лица стало довольно мрачным. Даже если бы все существа за пределами группы существа в серебряных доспехах встали на их сторону, их количество все равно было бы практически убыточным. Однако, помимо 2 существ высшей расы 9 ранга среди противостоящей группы, было также 4 высших существ 7 и 8 ранга. Напротив, единственный культиватор высшей расы, который был выше 7 яруса, помимо него самого, был плотным мужчиной с растрепанными волосами, который все это время не разговаривал. При виде этого пожилой мужчина тяжело вздохнул. Он знал, что это зеленоволосое существо осмелилось действовать столь настойчиво и требовательно только потому, что у них было подавляющее преимущество во власти. Но даже в этом случае он не собирался отступать. На его лице появилось стальное выражение, и он холодным голосом сказал: «Младший Юэ — мой старый знакомый, поэтому я не буду просто стоять в стороне и смотреть, как вы его уводите. Кроме того, я хочу напомнить вам, что это город молний, это не то место, где вы можете делать, что вам вздумается. Даже если вы хотите пригласить младшего Юэ пойти с вами, вы должны соблюдать все здешние правила». Реакция пожилого человека показалась зеленоволосому существу неожиданной. В его глазах вспыхнул холодный свет, и он спросил: «Правила? Какие правила?» Если в этом городе происходит конфликт между 2 существами, они должны сражаться друг с другом на городской арене. «Проигравший должен будет подчиниться воле победителя», — ответил пожилой мужчина. Услышав это, зеленоволосое существо дрогнуло и хрипло рассмеялось. «Ха-ха, вы просите меня сразиться с этим маленьким засранцем?» «Конечно, нет. Я забыл сказать вам, что согласно правилам города, только существа с одинаковыми уровнями культивации могут сражаться друг с другом на арене. Если вы настаиваете на том, чтобы взять с собой младшего Юэ, то вам либо придется найти кого-нибудь с таким же уровнем культивации, как он, или я буду драться с вами вместо него», — равнодушно ответил старик. Зеленоволосое существо дрогнуло от его слов, и он спросил со зловещим выражением на лице: «Мне нужно найти кого-то с похожим уровнем культивации. Что это за нелепые правила? Что, если я откажусь их соблюдать? Если вы откажетесь соблюдать правила, вас сочтут нарушителем спокойствия, и силовик, направленный в этот город группой старейшин, изгонит вас из города, а также запретит вам когда-либо входить в золотые горные дьявольские хребты. Вы хотите противостоять группе старейшин, господин?» — возразил пожилой мужчина. «Группа старейшин». Зеленоволосое существо на мгновение помедлило, взглянув на существо в серебряной броне. Последний нахмурился, а затем внезапно поднял голову и повернулся к кому-то позади себя для подтверждения. Он говорит правду. Действительно ли в городе молний существует такое правило? Я могу подтвердить, что такое правило действительно существует, старший Гуй. Однако это правило было установлено с тех пор, как город был впервые построен, и прошло много лет с тех пор, как о нем упоминали. Существо, которое говорило, носило черный плащ с капюшоном, закрывавший все его тело, и, похоже, он был хорошо знаком с городом молний. Все сразу повернулись к нему с замешательством в глазах. Это существо было окутано таинственной черной мантией с тех пор, как он пришел в это место, и все изначально предполагали, что он был посторонним, но теперь, похоже, это не так. Не меняй тему. Я просто хочу знать, действительно ли силовик, направленный сюда группой старейшин, вмешается, если я попытаюсь схватить этого человека здесь силой, холодно спросил одетый в серебряную броню. Сложно сказать. Это действительно зависит от личности силовика.
Я слышал, что новый силовик размещен здесь совсем недавно, и что он догматичный человек, поэтому очень высока вероятность, что он вмешается, ответил человек в черной мантии. В таком случае я действительно не смогу схватить его здесь силой. Хорошо, тогда мы сделаем, как вы говорите. После того, как мы получим наши талисманы молниеносного знамени, я буду сражаться с вами лично. Если я выиграю, то господин Даосист Юэ должен пойти со мной. Если вы выиграете, я его отпущу, предложил чужеземец в серебряной броне. Услышав это, пожилой мужчина с серьезным выражением лица кивнул, а затем повернулся к Юэ Цзуну, у которого на лице было грозное выражение, и сказал: «Младший Юэ, я буду принимать участие в этой битве вместо тебя. Что скажешь?» «Старший Ян, они хотят, чтобы я пошел с ними. Я не могу втягивать вас в свои проблемы. Я сам буду сражаться в своих собственных битвах, мы просто заставим их выбрать кого-нибудь на своей стороне». Юэ Цзун немедленно покачал головой. «Выбрать кого-нибудь еще. Я похож на идиота. Или он сражается вместо тебя, или ты сражаешься со мной. Третьего не дано». Зеленоволосое существо ухмыльнулось, властно изложив свои условия. Услышав это, Юэ Цзун промолчал, но выражение его лица значительно потемнело. Хань Ли наблюдал за ситуацией со спокойным выражением лица, как вдруг Сюань Сянь внезапно срочно послала ему голосовую передачу: «Старший Хань, мы не можем позволить им забрать господина Даосиста Юэ. Без его руководства мы вряд ли сможем добраться до места, где прячется дьявольский зверь ранга святого». В этот период массового приток дьявольской ци с равнодушным выражением на лице Хань Ли взглянул на нее и обнаружил, что она смотрит на него с настойчивым выражением лица. «Ты слишком высокого мнения обо мне, госпожа. Я всего лишь существо 7-го ранга высшей расы. Чем я могу помочь?» Хань Ли отвернулся и равнодушно передал свой голос. Сюань Сянь стиснула зубы и внезапно сказала что-то, что стало большой неожиданностью для Хань Ли. «Нет необходимости вводить меня в заблуждение, старший хан. Мой уровень культивации довольно тусклый, но я кое-что знаю, и я слышала, что однажды вы с легкостью убили нескольких существ своего ранга культивации, что и вы сам, спасая старшего Цзя из древней звездной расы, что означает, что вы, скорее всего, намного сильнее, даже чем культиватор средней стадии высшей расы 9-го ранга». Хань Ли слегка нахмурился, немного помолчав, он послал ей передачу голоса холодным тоном. «Похоже, ты определенно провел хорошее расследование. Хорошо, ради небесных дьявольских доспехов я помогу тебе». «Спасибо, старший». Сюань Сянь пришла в восторге от этого. В следующее мгновение Хань Ли внезапно вмешался. Неужели на самом деле есть только два варианта? Я думаю, что третий вариант будет лучше. Господин Даосист Юэ уже пообещал пойти с нами, так что вы можете не взять его. Сказав это, Хань Ли выступил вперед и встал перед Юэ Цзуном. При виде этого пожилой мужчина и люди вокруг него обменялись удивленными взглядами. Затем старик снова оценил Хань Ли в довольно неуверенной манере, явно обеспокоенный его недостаточным уровнем культивации перед лицом этого зеленоволосого существа. Зеленоволосое существо дрогнуло, услышав это, и сердито посмотрело на Хань Ли с яростью в глазах, угрожая ему: «Кто ты? Тебе жить надоело. Или ты собираешься сразиться со мной вместо него?» Прежде чем Хань Ли успел ответить, зеленоволосое существо внезапно шагнуло вперед, и одна из его пушистых зеленых рук схватила Хань Ли. Взмахнув рукой в воздухе, она внезапно резко увеличилась в размерах после того, как зеленоволосый применил некую секретную технику, и 5 пальцев раздвинулись, чтобы охватить все тело Хань Ли под рукой. В то же время желтый свет вырвался из его пальцев, и на Хань Ли обрушилась огромная сила. «Берегись, господин Даосист Хань», предостерег пожилой мужчина, но по какой-то причине он намеренно задержался на долю секунды, из-за чего ему было уже слишком поздно пытаться спасти Хань Ли. Тем временем рука зеленоволосого существа продолжала опускаться вниз с разрушительной силой. Если бы обычный культиватор ранней стадии раннего пространственного закаливания был застигнут врасплох этой атакой, то огромной силы, исходящей только от ладони, было бы достаточно, чтобы полностью обездвижить его. Однако физическое тело Хань Ли достигло безумно уровня силы, поэтому ему не грозило ничего серьезного. Даже если давление на его тело увеличится в несколько раз, это все равно не вызовет для него ни малейшего беспокойства. При виде приближающейся ладони на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, и он вытянул вперед угольно-черную руку, протянув ее вверх. Во вспышке серебряного света над его головой материализовалась серая рука света, схватившись за массивную желтую руку. Жестокий взгляд мелькнул в зеленоволосом существе при виде действий Хань Ли, и он взревел: «Наглый негодяй! Первоначально он использовал только около 70% своей магической силы, чтобы развязать эту атаку, но теперь его магическая сила быстро циркулировала по всему его телу, и он больше не сдерживался, вводя всю свою духовную силу в нисходящую энергию, пытаясь заставить Хань Ли упасть на колени этой разрушительной атакой». Гигантская ладонь вспыхнула желтым светом, и она снова увеличилась в размерах, врезавшись в серую руку света.
Однако в тот момент, когда две огромные руки столкнулись, произошел совершенно неожиданный поворот событий. Вопреки ожиданиям всех присутствующих, серьезного столкновения не произошло. Вместо этого желтая рука была просто раздавлена серой рукой посреди нежного удара. После этого серая рука, покачнувшись, появилась в воздухе над зеленоволосым существом и беззвучно рухнула вниз. Еще до того, как рука достигла своей цели, эссенция божественного света устремился вниз перед ней. «Невозможно!» — воскликнул зеленоволосый. Для него было невероятно, что Хань Ли отразил его атаку и теперь отвечал тем же. В припадке шока и ярости он внезапно сжал кулаки и изо всех сил нанес сразу два удара по нисходящему серому свету. С грохотом из его руки вырвалось два желтых кулака, вырвались и направились прямо к серому свету. Однако в тот момент, когда первые лучи соприкоснулись с серым светом, они исчезли, как замки из песка во время прилива. На лице зеленоволосого существа появился намек изумления, и он сразу же попытался применить технику передвижения для уклонения. Однако серый свет, который медленно спускался всего мгновение назад, внезапно резко ускорился, достигнув его с невероятной скоростью и мгновенно охватил все его тело. Глава 1618. Сокрушение существа 9 уровня. В сером свете зеленоволосое существо почувствовало, как слой защитного духовного света вокруг его тела затвердевает, и оно мгновенно потеряло контроль над своим телом, будучи полностью обездвижено. В следующее мгновение на его плечи обрушился сокрушительный вес, и зеленоволосое существо, будучи не в силах противостоять этому, рухнуло на одно колено на землю. Массивная серая рука на самом деле все еще была примерно в полуметре от его головы, поэтому она давила на защитный духовный свет вокруг него, а не на его тело, но этого все же было достаточно, чтобы полностью обездвижить его. Лицо зеленоволосого существа побледнело, а затем покраснело, возможно, из-за перенапряжения, унижения или сочетания того и другого. На всем третьем этаже воцарилась тишина. Все присутствующие культиваторы, независимо от того, были ли они местными существами или посторонними, были полностью ошеломлены таким поворотом событий. Пожилой мужчина с фамилией Ян тоже был шокирован, но также обрадован тем, что Хань Ли оказался настолько могущественным. Вдалеке веки существа в серебряных доспехах дернулись, и он бросил ледяной взгляд на Хань Ли. Между тем, Сюань Сянь несколько раз изменилась в лице. Она знала, что Хань Ли был намного сильнее, чем предполагал его уровень культивации, но для нее все еще было совершенно неожиданно, что он смог сокрушить высшую расу 9 уровня после всего лишь одного обмена. Это вызвало у нее довольно смешанные чувства. Юэ Цзун также был полностью ошеломлен и молча смотрел на Хань Ли, по-видимому, еще не осознавая того, что увидел. Женщина в роскошном платье и другие, естественно, были совершенно ошарашены. Хань Ли, не обращая внимания ни на кого из них, пристально посмотрел на зеленоволосое существо, чьи суставы трещали от напряжения сопротивления массивной руке серого света. Упав на дно колено, зеленоволосое существо сердито уставилось на Хань Ли с унижением и негодованием в глазах. В то же время защитный духовный свет вокруг его тела непрерывно колебался, и он выглядел так, словно хотел силой подняться на ноги. Хань Ли холодно хмыкнул при виде этого и внезапно перевернул свою угольно-черную руку. Сразу после этого серая рука, давившая на зеленоволосое существо, также перевернулась, и оттуда с глухим стуком появилась небольшая гора размером около 10 футов. Черная гора была совершенно приземленной и невзрачной на вид, но она не только могла полностью подавить защитный духовный свет зеленоволосого существа, но и полностью повалила его на землю. После этого небольшая гора покачнулась и увеличилась до 40 футов в высоту, раздавив все тело зеленоволосого существа под собой, оставив торчать только половину его головы. Весь павильон сильно задрожал, после чего слой белого духовного света покрыл пол и стены. В то же время серия странных рун в неистовстве хлынула со всех сторон и исчезла в виде вспышки, после чего толчки внезапно прекратились. В этом невзрачном павильоне установили массовое и чрезвычайно серьезное ограничение. Иначе уже произошедших столкновений хватило бы, чтобы уже несколько раз весь павильон сравнять с землей. Хань Ли убрал руку, глядя на зеленоволосое существо под горой, и спросил: «Думаю, теперь у нас есть третий вариант?» Перед лицом существа, находящегося на пике стадии пространственного закаливания, Хань Ли обычно с трудом мог победить их, если только он не раскрывает несколько своих козырей. Тем не менее,
Это зеленоволосое существо было чрезмерно уверено в силе своего собственного тела и не уклонялось от атак Хань Ли, вступая с ним в битву на такой небольшой территории. Таким образом, безумная сила Хань Ли и первозданное истинное дьявольское искусство проявились во всю мощь, что позволило ему с легкостью сокрушить своего противника. Когда зеленоволосое существо наконец осознало, что что-то неладно, и попыталось принять меры или призвать другие сокровища, было уже слишком поздно. Перед лицом огромной силы Хань Ли и эссенции божественного света он едва ли мог обеспечить самосохранение, поэтому он не мог отомстить. При виде того, как Хань Ли с легкостью подчинил его товарища, существо в серебряных доспехах нахмурилось, и у него перед лицом мелькнул малиновый свет, а запах крови вокруг него внезапно стал более четким. Он медленно поднялся на ноги, по-видимому, готовясь пробиться к Хань Ли, и выражение восторга на лицах всех сразу же застыло при виде этого. Тот факт, что он был совершенно невозмутим даже после того, как стал свидетелем демонстрации силы Хань Ли, указывал на то, что он был намного сильнее своего зеленоволосого товарища. Пожилой мужчина, прищурившись, взглянул сначала на существо в серебряной броне, а потом на Хань Ли, но при этом оставался совершенно невыразительным. Когда существо в серебряной броне подошло к Хань Ли, атмосфера в павильоне внезапно стала чрезвычайно напряженной. Все остальные существа на третьем этаже смотрели на происходящее широко раскрытыми глазами в ожидании потенциального ожесточенного столкновения, которое вот-вот должно было произойти. «Убери свои сокровища, господин даосист». Это павильон молниеносных облаков, и сражения здесь запрещены. Если хочешь сразиться с кем-то, то можешь пойти на арену в городе, построенную специально для этой цели. В противном случае каждому из вас будет запрещено входить в золотые горные дьявольские хребты. С лестницы, ведущей на 4-й этаж, внезапно раздался незнакомый мужской голос. Он звучал строго и непреклонно. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого, и существо в серебряной броне также пошатнулось на полпути. Это недавно назначенный инфорсер Мин. «Господин даосист Хань, ты должен сделать так, как он сказал», поспешно предупредил пожилой мужчина. Услышав это, Хань Ли приподнял бровь и усмехнулся, взглянув на зеленоволосое существо под горой, а затем сделал хватательное движение в сторону небольшой горы. Таким образом, маленькая черная гора исчезла во вспышке серого света, как если бы это был не более чем мираж, и зеленоволосое существо тут же вскочило на ноги с полностью покрасневшим от унижения лицом. Издав низкий рев, оно открыл рот, демонстрируя мерцающий внутри желтый свет, и казалось, собираясь снова атаковать Хань Ли. При виде этого Хань Ли остался стоять на месте и лишь холодно усмехнулся. «Стой! Ты ему не ровня. Возвращайся», — холодным голосом приказывали в серебряной броне. Он поймал меня только потому, что застал меня врасплох. Я собираюсь. В приступе бешеной ярости зеленоволосое существо не хотело никого слушать. При виде этого выражение лица существа в серебряных доспехах стало мрачным, и он спросил холодным голосом: «Ты смеешь идти против моих приказов?» Его голос был не очень громким, но зеленоволосое существо сразу вздрогнуло, а ярость на его месте сменилась ужасом, и он поспешно ответил: «Я бы не осмелился». Затем он бросил злобный взгляд на Хань Ли, после чего ушел и снова сел на футон в крайне отвратительном настроении. «Раз вы отказываетесь позволить господину даосисту Юэ пойти с нами, пусть будет так. Из того, что я слышал ранее, кажется, что вы все равно не собираетесь искать бессмертную Зойсию, так что между нами нет прямого конфликта интересов, поэтому у меня нет намерения сражаться с вами здесь и напрасно тратить свою магическую силу. Однако, если вы осмелитесь выступить против меня в следующий раз, тогда все не закончится так мирно», — угрожающе проговорил человек в серебряной броне и тоже сел на футон. Хань Ли с улыбкой погладил себя по подбородку и промолчал, услышав это. Пожилой мужчина и все вокруг вздохнули с облегчением. В этот момент женщина в роскошном платье, естественно, осознала, что она неверно оценила Хань Ли и улыбнулась ему, собираясь что-то сказать, но в этот момент с верхнего этажа снова раздался голос инфорсер Мина. Помимо существ высшей расы 8 и 9 рангов, все те, кто хочет войти в золотые горные дьявольские хребты, должны сдать экзамен. Те, кто хочет войти в горные хребты, могут подняться наверх, но по двое за раз. Голос инфорсера Мин был чрезвычайно спокойным,
но его слова сразу вызвали переполох среди существ, собравшихся на третьем этаже. Все взглянули друг на друга, а затем пара существ одна за другой бросилась вверх по лестнице и мгновенно исчезла из поля зрения. Один из них находился на средней стадии божественной трансформации, а другой — на ранней стадии пространственного закаливания. Ни один из них не принадлежал ни к фракции пожилого человека, ни к фракции существа в серебряных доспехах. Все остальные существа были весьма разочарованы тем, что отреагировали недостаточно быстро. В конце концов, чем раньше получишь талисман молниеносного знамени, тем лучше. При нынешнем положении вещей остальным существам оставалось только ждать. Некоторые из них были сосредоточены на том, чтобы попытаться услышать, что происходит наверху, чтобы они могли, возможно, установить суть допроса. Однако либо наверху было введено ограничение, либо допрос был совершенно безмолвным. В любом случае никому не удалось услышать ни единого звука. Это разочаровало всех существ, вытянувших шеи и внимательно слушавших. Экзамен длился недолго, но и не так уж и быстро. По прошествии целого часа одно из существ наконец спустилось с верхнего этажа. Все сразу же повернулись к нему в унисон и обнаружили, что его одежда в лохмотьях и что у него несколько травм, поскольку он, по-видимому, только пережил битву с чем-то. «Господин Даосись Чжу, что это был за экзамен?» «Ты получил талисман?» Сразу спросил один из его знакомых. «Я сдал экзамен, но инфорсер Мин запретил мне раскрывать какие-либо подробности. В противном случае мой талисман молниеносного знамени будет изъят. Кроме того, все, кто прошел испытание, должны немедленно покинуть это место, независимо от того, прошел или нет, так что теперь я должен идти вперед, двусмысленно ответил слегка растрепанный мужчина, а затем без колебаний поспешил вниз. Таким образом, другим людям, которые намеревались задать ему вопросы, не оставалось ничего другого, кроме как рассесться по своим местам. Спустя некоторое время другой человек тоже в унынии спустился по лестнице. В отличие от того, кто появился до него, это существо с более низким уровнем культивации осталось совершенно невредимым, но, похоже, он был в подавленном настроении. Не задерживаясь ни на мгновение на третьем уровне, он поспешил спуститься вниз. После того, как все стали свидетелями такого причудливого сценария, они потеряли решимость сдавать экзамен раньше времени, и все они посмотрели друг на друга с неуверенным выражением лиц, явно надеясь, что другие сделают решительный шаг раньше них. «Пусть следующие двое заходят», — приказал инфорсер Мин сверху. Хань Ли огляделся и обнаружил, что никто не поднялся на ноги, поэтому он с улыбкой встал и направился прямо к лестнице. Однако, сделав несколько шагов, он услышал позади себя звук шагов, что указывало на то, что кто-то еще следовал за ним. Хань Ли, казалось, знал, кто стоял за ним, и, даже не поворачивая головы, сказал: «Не нужно так спешить, госпожа. Ты можешь немного подождать и лучше подготовиться к сдаче экзамена». «Будьте уверены, старший, я провела небольшое исследование по этому поводу, поэтому я пришла подготовленным», ответил Сюань Сянь позади него. Глава 1619. Выход в золотые горные дьявольские хребты. «Судя по твоей уверенности, похоже, в моем беспокойстве нет необходимости», усмехнулся Хань Ли и без дальнейших промедлений поднялся по лестнице. Сюань Сянь с улыбкой поджала губы и элегантно последовала за ним. У входа на 4-й этаж был слабый красный световой барьер, и тело Хань Ли качнулось, когда он прошел через световой барьер, после чего он появился в совершенно синем месте. Стены и потолок комнаты были полупрозрачными и мерцали слабым голубым светом, а под ногами была огромная белая формация заклинаний, занимающая площадь более 200 футов. В самом центре формации стоял мужчина, молчаливо оценивая Хань Ли и Сюань Сянь. Хань Ли сфокусировал свой взгляд на мужчине и обнаружил, что у него был ученый вид с желтой книгой в одной руке и золотой пластиной формации в другой. Он был существом на пике стадии пространственного закаливания и заговорил со своеобразным выражением на лице: «Значит, это ты. Вы узнаете меня, старший?» С улыбкой спросил Хань Ли. «Даже если бы я не знал тебя раньше, после того впечатляющего выступления ранее, я определенно узнаю сейчас».
Совершенно удивительно, что ты смог с такой легкостью сокрушить высшую расу 9 уровня, размышлял ученый с намеком на интригу в глазах. Вы слишком добры, старший. Могу я спросить, как будет проводиться экзамен? Небрежно спросил Хань Ли. Экзамен. С твоими способностями нет необходимости в экзамене. Ты автоматически получаешь пропуск. Усмехнулся ученый. И Хань Ли, и Сюань Сянь были весьма удивлены его словами. Что? Неужели ты думаешь, что я такой догматичный человек, что отказываюсь делать что-либо, выходящее за рамки правил и положений? Даже существа высшей расы 8 уровня могут быть освобождены от экзамена, так что тебе, конечно, не нужно проходить экзамен. Вот твой талисман молниеносного знамени. Не успел он сказать это, как из книги его руки вспыхнул свет, и оттуда вылетел объект, направляясь прямо к Хань Ли. Хань Ли сделал хватательное движение, чтобы втянуть предмет в свои руки, и обнаружил, что он был немного холодным на ощупь. Он посмотрел вниз и обнаружил, что это был небольшой серебряный зонтик размером всего несколько дюймов, но это был чрезвычайно сложный объект, на котором было вырезано множество глубоких рун. Я должен сказать тебе кое-что. Ты должен провести церемонию признания мастера с этим талисманом молниеносного знамени в моем присутствии, чтобы предотвратить его захват другими. Кроме того, после завершения церемонии признания мастера, зонтик будет действовать в течение месяца. После этого он истечет и станет бесполезным хламом, а это также означает, что ты должен будешь покинуть золотые горные дьявольские хребты в течение месяца. В противном случае дьявольская ци внутри тебя заставит тебя подвергнуться дьяволизации, и ты превратишься в настоящего дьявола. Осторожно и подробно предупредил инфорсер Мин. Спасибо за слова предостережения. Хань Ли кивнул, подбросив зонтик в воздух, открыл рот, выплюнув небольшой шарик с эссенцией крови, который быстро превратился в облако кровавого тумана, окутавшее серебряный зонт. После этого Хань Ли начал что-то повторять, сделав печать заклинания руками, а затем быстро провел по воздуху 10 пальцами. С кончиков пальцев неистово вырвалась серия заклинаний разного цвета, и все они исчезли в кровавом тумане. В результате маленький серебряный зонт мгновенно увеличился до 3 футов в размере. В то же время из кровавого тумана раздался грохот, после чего туман превратился в серию малиновых рун разного размера. Руны, сделав круг вокруг серебряного зонта, мгновенно исчезли, окутав зонт пленкой малинового света, которая также вскоре исчезла. После этого Хань Ли взмахнул рукой, и серебряный зонт, уменьшившись по его приказу, влетел в его рукав. Вся церемония признания мастера завершилась в мгновение ика. На лице инфорсера Мина мелькнуло удивление, который явно был шокирован тем, что Хань Ли так быстро провел церемонию признания мастера. Тем не менее, он быстро пришел в себя и повернулся к Сюань Сянь с нахмуренным выражением на лице. «Я вижу, что ты — кристаллическое существо, и твой уровень культивации довольно низкий. Если ты войдешь в горные хребты, велика вероятность, что ты погибнешь. Я предлагаю тебе воздержаться от входа в горные хребты для твоей же безопасности. Спасибо за заботу, старший, но у меня есть дело, ради которого я вынуждена пойти в золотые горные дьявольские хребты. Пожалуйста, приступайте к экзамену, старший, настояла Сюань Сянь, почтительно поклонившись в инфорсеру Мину. В таком случае я больше не буду отговаривать тебя. Есть 2 типа экзамена. Первый — ты должна продержать час в иллюзорном царстве, вызванном этой формацией, а другой — сразиться и победить 2 моих марионеток-чудовищ. Если ты сможешь сделать одно из них, ты получишь пропуск, представил инфорсер Мин. Сюань Сянь, казалось, ожидала такого ответа заранее и сразу же сказала: «Я выбираю первый тип испытания». «Хорошо, тогда, пожалуйста, сделай 3 шага вперед», приказал инфорсер Мин, быстро кивнув. Сюань Сянь сделала, как ей сказали, и Хань Ли обнаружил, что после этих 3 шагов она оказалась на вершине некой формации. Однако, прежде чем он успел подумать об этом, инфорсер Мин внезапно сказал: «Ты можешь уходить. Я не хочу, чтобы кто-либо наблюдал за моими экзаменами, и мне придется попросить тебя воздержаться от раскрытия каких-либо сведений об экзаменах». «Конечно». «Тогда я ухожу, старший», Хань Ли кивнул в ответ и спустился вниз. В тот момент, когда он достиг проема, ведущего к лестнице,
Позади него внезапно раздался взрыв ограничительных колебаний вместе со слабым жужжанием. Хань Ли безразлично обернулся и обнаружил, что вся формация на Земле была активирована. Слои белого света полностью окружили Сюань-Сянь и инфорсера Мин внутри, что делало невозможным их увидеть снаружи. Хань Ли слегка изменился в лице при виде этого и продолжил свой путь через световой барьер, не останавливаясь, а затем спустился по лестнице. Как только он вышел на 3-й этаж, все повернулись к нему, и он, просто улыбнувшись, без промедления спустился по лестнице. Несколько мгновений спустя Хань Ли появился за воротами павильона, и после короткой паузы он повернулся взглянуть на павильон позади него. Всего в этом павильоне было 5 этажей, так что же было на 5-м? По какой-то причине эта странная мысль всплыла в голове Хань Ли. Однако затем он покачал головой с беззаботной улыбкой и медленно пошел по улице. Пройдет некоторое время, прежде чем Юэ Цзун завершит экзамен, поэтому он собирался прогуляться по городу. К счастью, город был не очень большим, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы увидеть практически все, что он мог предложить. Вдобавок ко всему, он был также довольно заинтригован существом святой расы, предлагавшим награду за эту бессмертную Зойсию. Он не хотел напрямую взаимодействовать с этим существом святой расы, но увидеть его издалека не должно быть слишком сложно. Имея это в виду, Хань Ли продолжил движение по улице. По обе стороны улицы было не так много магазинов, и большинство из них продавало материалы из дьявольских зверей. Все эти магазины были довольно маленькими и к тому же немного ветхими на вид, что явно указывало на то, что они стояли в этом городе долгое время. К счастью, по этим улицам ходили некоторые низкоранговые культиваторы и время от времени посещали магазины, так что, по крайней мере, они не разорились. Пройдя большую часть улицы, Хань Ли прошел мимо большого двора, и он невольно прищурился, а на его лице появилось слегка торжественное выражение. Когда его духовное чутье охватило всю территорию, оно было заблокировано странным ограничением, установленным здесь. Более того, ограничение было чрезвычайно серьезным, и даже если бы он попытался заставить свое духовное чутье пройти через него, он не смог бы достичь этого в ближайшее время. Казалось, что это должно быть то место, где проживает святая раса. Подумав об этом, Хань Ли бросил еще несколько взглядов на это место. К сожалению, ворота были плотно закрыты, и он не мог ничего увидеть через ограничение, поэтому он не знал, действительно ли там была святая раса или нет. Но Хань Ли не стал здесь надолго задерживаться. Он просто бросил последний взгляд на ворота, а затем двинулся дальше. Примерно час спустя Хань Ли обошел весь город и вернулся в павильон. По возвращении он обнаружил, что Сюань-Сянь и Юэ Цзун уже стояли снаружи, а других людей вокруг них не было. Хань Ли сразу понял, что случилось, и, улыбаясь, спросил: «Брат Юэ, ты тоже освобожден от экзамена?» «Верно, старший». Когда я поднялся, старший Мин сказал мне, что моя репутация в этих местах дает мне автоматический проход. В противном случае я бы не смог выйти так быстро. Кроме того, я должен поблагодарить вас за ваше вмешательство ранее. Юэ Цзун почтительно поклонился с выражением благоговения и благодарности на лице. Нет нужды благодарить меня. Ты нужен нам в этом путешествии, поэтому я, конечно, не мог позволить, чтобы тебя забрали другие. Госпожа Сюань, ты тоже получила талисман молниеносного знамени, верно? Спросил Хань Ли. Конечно. Эта иллюзорная формация довольно грозна, но я, так уж случилось, выработал несколько секретных успокаивающих техник, так что для меня было не проблемой продержаться там час, беспечно ответил Сюань-Сянь. В таком случае, давайте немедленно отправимся в путь. В конце концов, у нас мало времени, предложил Хань Ли. Я думаю, то же самое. Сюань-Сянь усмехнулся в ответ. Юэ Цзун также торжественно кивнул. Таким образом, все трое, не задерживаясь, покинули город и полетели вперед. Пролетев несколько километров, они снова растворились в лазурном тумане. Преодолев почти 15 километров, туман впереди постепенно рассеялся. Однако раскаты грома впереди были громче, чем когда-либо. Выйдя из лазурного тумана, Хань Ли невольно ахнул от удивления при виде открывшегося ему зрелища.
Впереди на расстоянии нескольких тысяч километров все небо вспыхивало лазурными молниями, и со всех сторон раздавались бесчисленные раскаты грома. Они собирались войти в мир, где не было ничего, кроме молнии. «Пойдемте», — тихо сказал Юэ Цзун, открыв рот и вытолкнув маленький серебряный зонтик, и он превратился в серебряный световой шар, окутавший все его тело. После этого он улетел вперед, за ним последовали Хань Ли и Сюань Сянь, которые также достали свои собственные талисманы. 2 часами позже на другой стороне мира молний возникли 3 шара серебряного света, и они появились над высокой черной горой. Серебряный свет погас, открывая трио Ханьли, и Ханьли, глядя вниз, пробормотал себе под нос: «Так это и есть золотые горные дьявольские хребты». Глава 1620. Появление дьявольских воронов. Это было место с необычайно уникальными пейзажами. В воздухе на высоте около 4000 футов над землей было огромное пространство серой дьявольской ци, которому, казалось, не было видно ни конца, ни края, а под ним был слой плотного черного тумана, скрывавший все внизу. Между черным туманом и серой ци было четкое разделение, и они сосуществовали рядом друг с другом, как инь и янь. Посмотрев вниз, Ханьли слегка изменился в лице, обнаружив, что внизу была видна только вершина горы, а остальная часть скрыта в море тумана. Видимость составляла всего около 400 футов, и даже тогда объекты в пределах этого диапазона были довольно размытыми и нечеткими. Если бы кто-то попытался заглянуть дальше этого, его бы встретил только вид чернильной тьмы. После короткой паузы в глазах Ханьли вспыхнул синий свет, и он активировал свои глаза духовного прозрения, и все в черном море тумана в радиусе нескольких тысяч футов мгновенно стало для него четко видно. Однако Ханьли, невольно нахмурившись, обнаружил, что даже его духовные глаза не способны проникнуть сквозь туман до самой глубокой части земли внизу. Духовное чутье он мог высвободить всего на несколько сотен футов ниже, но его тут же отбрасывало назад. Когда он попытался направить свое духовное чутье к серой дьявольской ци наверху, он обнаружил, что ситуация была еще хуже, поскольку он мог выпустить ее только на расстоянии около 500 метров, что сделало его даже менее эффективным, чем способности его духовных глаз. В таком случае все стало довольно неприятно. Если бы им пришлось столкнуться с высокоранговыми дьявольскими тварями, которые умеют маскироваться, то даже он не смог бы их вовремя обнаружить. Пока Ханьли сомневался, что делать дальше, Юэ Цзун повернулся к Сюань Сяню и спросил: «Фея Сянь, ты можешь сказать мне, куда нам идти?» «Конечно. Как вы будете вести нас, если я не скажу, куда мы идем?» Сюань Сянь усмехнулась и, перевернув руку, бросила Юэ Цзуну заранее приготовленную каменную табличку. Юэ Цзун сделал хватательное движение, чтобы втянуть объект в свою хватку, а затем приложил его к колбу и закрыл глаза, проникнув в него своим духовным чутьем. Тем временем Хань Ли уже убедился, что поблизости не было дьявольских зверей, и отвел взгляд, обратив внимание на Юэ Цзун. Несколько мгновений спустя Юэ Цзун снова открыл глаза и сказал с мрачным выражением на лице: «Так вот, куда ты хочешь пойти?» Это самая глубокая точка на окраине этих горных хребтов. Вы несколько раз заходили вглубь горных хребтов, так что, конечно же, вам не составит труда проводить нас туда, брат Юэ, с улыбкой ответила Сюань Сянь. Если бы не тот факт, что мы сейчас находимся в период притока дьявольской ци, это, естественно, не было бы проблемой. Однако в настоящее время такое глубокое погружение сопряжено с некоторым риском. Кроме того, эта область находится довольно далеко от входа, и вероятность того, что путешествие пройдет гладко, невысока, вздохнул Юэ Цзун. Мы пойдем на небольшой риск, но это не значит, что мы гарантированно встретили высокоранговых дьявольских зверей. Мы уже на месте, поэтому мы не можем просто повернуть назад. Вы хорошо знакомы с горными хребтами, поэтому можете выбрать маршрут на свое усмотрение, брат Юэ. Все, о чем я прошу, это, чтобы мы добирались туда примерно через 10 дней, сказала Сюань Сянь. Ты очень веришь в меня, фея Сянь. Услышав это, Юэ Цзун криво улыбнулся, а затем повернулся к Ханьли. Ханьли был самым могущественным существом среди них троих, и его демонстрация силы ранее наполнила Юэ Цзуна трепетом и почтением,
поэтому ему, естественно, пришлось узнать мнение Хань Ли по этому поводу. Хань Ли, естественно, знал, о чем думал Юэ Цзун, и сказал с улыбкой на лице: «У меня нет никаких предложений или возражений, я оставлю принятие решения на вас, господин даосист Юэ. В таком случае я пойду впереди. Если мы пойдем прямо туда, мы подвергнемся слишком большому риску. В отличие от этого, обход внешней части горных хребтов будет намного безопаснее, но мы можем не успеть туда вовремя. Следовательно, мы должны найти маршрут где-то посередине между ними. Поступая так, мы сможем ограничить связанные с этим риски, но также добраться туда в требуемые сроки», немного подумав, сказал Юэ Цзун. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь, брат Юэ», охотно согласился Сянь-Сянь. Хань Ли ничего не сказал, но также кивнул в ответ. Таким образом, обсудив некоторые более тонкие детали с Хань Ли и Сюань-Сянь, а затем проинструктировав их двоих о некоторых мерах предосторожности, которые они должны предпринять, Юэ Цзун двинулся вперед, возглавив троицу. Примерно через 2 часа после их ухода из мира молний выскочили еще 4 существа и появились поблизости. Все четверо осторожно осмотрели свое окружение, а затем собрались вместе, чтобы обсудить некоторые вещи, после чего находившийся среди них чернолицый культиватор на средней стадии пространственного закаливания махнул рукой в воздухе. Затем все четверо вытащили пластину формации и полетели в определенном направлении. После этого все больше и больше существ входило в золотые горные дьявольские хребты с интервалом примерно от 2 до 4 часов. Некоторые из них были одни, другие путешествовали группами, и самой большой из этих групп была группа чужеземцев во главе с существом в серебряной броне. Вторую по величине группу составляли местные культиваторы, возглавляемые пожилым человеком по фамилии Ян. Однако, как только эти две группы вышли на горные хребты, они сразу же рассеялись, вместо того, чтобы путешествовать вместе. 3 дня спустя на небольшой высоте над определенным местом в золотых горных дьявольских хребтах прогремел глухой взрыв. Несколько шаров белого света, сопоставимых по размеру с фургонными колесами, взорвались в унисон, а затем превратились в порывы яростного белого ветра. Ветры завизжали в воздухе, образуя бесчисленные ветреные лопасти, и в следующее мгновение изнутри послышались болезненные вопли. Сразу после этого сверху рухнуло несколько десятков кусков пушистых, и в мгновение ока растворились в море тумана внизу. Затем яростные ветры исчезли в небытии. После этого появились 3 человекоподобных фигуры, одна из которых держала в руке белую бусину с серьезным выражением на лице. Этим человеком был никто иной, как Юэ Цзун. Хань Ли стоял рядом с ним, скрестив руки, и бесстрастно парил в воздухе. Тем временем Сюань-Сянь надела костюм красных доспехов, а на ее плече сидела угольно-черная птица с огненно-красным клювом и парой мерцающих золотых глаз. Юэ Цзун убрал бусину в руке, тяжело вздохнув, и остаточные ветры в этом районе полностью исчезли. «Что-то не так», — серьезным тоном сказал Юэ Цзун. «Что вы имеете в виду, брат Юэ? Мы встретили всего несколько низкоранговых дьявольских зверей, не так ли? Не то чтобы мы до этого момента не встречали других низкоранговых дьявольских зверей», в недоумении спросила Сюань-Сянь. Все, естественно, было бы хорошо, будь это обычные низкоранговые дьявольские звери, но эти дьявольские вороны всегда обитали глубоко в горных хребтах и никогда не появлялись на окраинах. Эти дьявольские вороны связаны с симбиотическими отношениями с высокоранговыми дьявольскими зверьми-барсучими церберами. Появление одного означает, что другие также находят поблизости. Вот почему я попросил вас двоих быть начеку, даже если мы имеем дело только с низкоранговыми дьявольскими зверьми, объяснил Юэ Цзун. Сюань-Сянь слегка запнулась от его слов и спросила: «Может быть, эти дьявольские птицы всегда могли путешествовать самостоятельно, но довольно редко, поэтому вы никогда не видели этого раньше?» Определенно нет. Эти дьявольские вороны — самые распространенные дьявольские птицы в глубинах горных хребтов, и бесчисленные исследователи заходили в эти горные хребты, да и после меня, и никто из них не видел этих птиц на окраинах, немедленно ответил Юэ Цзун, покачав головой. Так что может означать появление этих птиц здесь? Внезапно спросил Хань Ли. После короткой паузы Юэ Цзун ответил:
Это означает, что барсучьи церберы, с которыми эти птицы связаны симбиотическими отношениями, уже погибли, и они не смогли найти других барсучьих церберов. Таким образом, они не смогли выжить в глубинах горных хребтов, тем самым вынуждая их уйти сюда, на окраину. В качестве альтернативы это может означать, что этих птиц против их воли заставили прийти сюда существа, которые намного сильнее, чем барсучьи церберы. А какой из этих сценариев, по вашему мнению, более правдоподобен господина Даосист Юэ? Спросил Хань Ли с беспечной улыбкой. Первый сценарий маловероятен. В конце концов, эти дьявольские вороны — низкоранговые дьявольские твари, и они могут летать довольно быстро, но они, безусловно, не очень сильные. Без защиты их барсучьих церберов маловероятно, что они бы стали сбегать сюда, глубоко в горные хребты. Другие дьявольские звери в горных хребтах бы давно переловили их всех задолго до этого, ответил Юэ Цзун. Значит, что этих дьявольских воронов, скорее всего, заставил сюда прилететь другой могущественный дьявольский зверь, и этот дьявольский зверь уже выследил нас, размышлял Хань Ли, прищурив глаза. Боюсь, что да. Вдобавок, этот дьявольский зверь, кажется, тоже довольно умен, торжественно ответил Юэ Цзун. Как вы думаете, что нам следует делать в этой ситуации, господин Даосист Юэ? Спросила Сюань-Сянь, нахмурив брови. Я предлагаю сначала ускориться, чтобы увидеть, сможем ли мы сбросить его с нашего следа. В конце концов, поскольку этот зверь обладает высоким уровнем интеллекта, возможно, он появился здесь по какой-то другой причине, а не для того, чтобы выследить нас. Если это не сработает, тогда у нас не остается другого выбора, кроме как убить его. В противном случае, если он привлечет сюда других дьявольских зверей или продолжит преследовать нас, это не приведет ни к чему хорошему. Хе-хе, конечно, я смог сделать второе предложение только потому, что с нами старший Хань. Если бы я был один, мне бы пришлось применить другие меры. Однако эти меры требуют очень много времени для реализации, поэтому они не подходят для нашей текущей ситуации, ответил Юэ Цзун, сделав Хань Ли комплимент. Услышав это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка, но он не стал давать Юэ Цзуну прямого ответа. Вместо этого он повернулся к Сюань-Сянь и спросил: «Что ты думаешь об этом предложении, фея Сянь?» Понимание дьявольских зверей братом Юэ определенно намного превосходит мое, а, учитывая ваши способности, нам нечего бояться, пока мы не встретим дьявольских зверей ранга святого, ответил Сюань-Сянь с улыбкой. В этом случае у меня тоже нет возражений, согласился Хань Ли, кивнув. Хорошо, тогда давайте продолжим. Жалко, что мы не можем лететь здесь слишком быстро, чтобы не привлечь внимание здесь других дьявольских зверей. В противном случае, если бы мы полетели на полной скорости, мы могли бы сбросить с нашего следа любого дьявольского зверя, если они не очень опытен в полете, задумчиво проговорил Юэ Цзун. Это было совершенно верно. Излишне говорить, что Хань Ли летел далеко не на своей максимальной скоростью, а Юэ Цзун стоял на вершине белого колеса, увеличивавшего его скорость до скорости существа на стадии пространственного закаливания. Сюань-Сянь же летела на небольшом золотом флаге и во время полета могла превратиться в едва заметную золотую полоску света, которая могла покрывать расстояние более 100 футов с каждой вспышкой, делая ее скорость сопоставимой также со скоростью Хань Ли. 3 полосы света пронеслись по воздуху и исчезли вдали в мгновение ика. Почти в тот же момент у подножия небольшой горы на расстоянии около 10 километров внезапно вспыхнул малиновый свет. Сразу после этого около того малиновых дьявольских глаз внезапно загорелись во тьме и сразу же погасли.